Всем привет! Сегодня будем закрывать стену в ванной. Будем обшивать ее гипсокартоном. Нам надо закрыть трубы, канализацию внизу, мимо нее пройти и установить фанеру. Здесь будет полотенчик. Значит, фанеру два ряда, снизу ряд, сверху ряд. И вот здесь будет тумба навесная. Вот в этой зоне тоже будет фанера. Стену нам нужно сделать в правильной геометрии. Вот это не штукатурка, это чисто перемазали блоки строительные. Мы выставляем осипостроитель параллельно штукатуренной стене. И делаем разметку пока на минимальном расстоянии от канализации, так чтобы здесь поместился профиль внизу. Сейчас придут плиточники, и мы еще перемеряем этот размер. Возможно, он еще сместится наружу. Ну, может быть, под размер плитки как-то. Для того, чтобы в случае чего подрезка вот здесь, возле стены, не получилась бы какая-нибудь 2-сантиметровая. То есть у нас размер, есть у нас привязки минимальные, но еще более важны привязки эстетические. Разметку мы уже в принципе сделали. То есть вот отметки в кружочках. Это все у нас уже есть. И если они будут утверждены, вот эти размеры, то по этим отметкам мы прикрутим направляющий профиль УД размером 27 на 28 мм. В общем, приходили плиточники, все померили, сказали, что та разметка, которая есть, нормальная, по ней делать. Поэтому прикручиваем периметры из профилей УД. С правой стороны профиль будет прикручен к гипсокартону на 25 саморезы. Там один слой обшивки. К потолку профиль УД будет прихвачен теми же 25 саморезами. Слева по бетону профиль будет присверлен на дюбеля 6 на 40. К инсталляции профиль будет прикручен на 35 саморезы. И к полу профиль будет приклеен через гипсокартон. Вот такой разнообразный у нас периметр получается. Периметр почти готов. Снизу осталось только приклеить. Выглядит вот так. Здесь саморезы. Сверху саморезы. Мимо профилей. Тут дюбеля. Здесь 35-е саморезы. И снизу мы загрунтовали пол для того, чтобы приклеить вот эту полоску гипсокартона, на которую прикручен профиль. Клеить будем на монтажный клей для гипсокартона типа Perfix. Грунтовка должна высохнуть. Ну, написано минимум 3 часа для каких-то ответственных работ, а для наклеивания таких деталей хватит и часа. Итак, час прошел. Мы замешали немножко смеси. Тут у нас все микро количество и микрошпатель из профиля. Смесь должна быть такой консистенции. Не жидкая и не густая. А такая вот пластичная. В общем, намазываем тонкий слой на пол и контактный на гипсокартон. Готово. Теперь прикладываем профиль гипсокартоном вниз, прижимаем хорошо, чтобы все повылазило, и оставляем высыхать. При наклеивании смотрим, чтобы профиль находился по линии разметки. Придавливаем его сверху, все, что лишнее повылазит снаружи, удаляем.
принципе, через 2 часа можно вставлять вертикальные профиля. Но для большей надежности мы оставим высыхать этот узел на сутки. Для того, чтобы случайно не сдвинуть нижний периметр. Итак, следующий день. Мы уже подготовили вертикальные стойки. А снизу у нас все приклеилось, как надо. Профиля будут стоять не на каком-то определенном расстоянии друг от друга по модулю, а на разном. Потому что вот в этой зоне будет навесная мебель на стене. Здесь будет все помощнее. Профиля почаще и фанера еще. С левой стороны тоже будет фанера в зоне, где будет крепиться полотенчик. 2 ряда фанеры будет снизу и сверху. Но здесь профиля можно ставить, как обычно, через 40, например. Расставили профиля и закрепили их снизу и сверху саморезами. Теперь надо этот каркас выровнять на подвесах. А подвесов у нас будет аж 3 разных вида. Первый сверху — это будут стандартные подвесы. Они будут крепить верхний торец вертикального профиля к ригелю. Это крепление позволит нам, в принципе, отвязаться от потолка. То есть сделать автономную обшивку и сам по себе потолок. Когда крепления стоят по верхнему торцу профиля, периметр можно и не прикручивать вообще. Например, вот гипсокартону, как мы его прихватили. Второй вид креплений — это уголки. Уголки из направляющего профиля. Они ставятся в то место, где от силовой стойки до бетона большое расстояние. Таких креплений у нас будет 3 ряда. Посередине здесь, тут еще 1 ряд и внизу, на нижнем торце профиля. Это то же самое крепление, что и сверху. То есть позволяет нижний периметр не крепить к полу. У нас получается 2 в 1. И приклеенный, и прикрученный. Третий ряд креплений — это будут CD-шки. Они будут стоять в том месте, где нам надо усилить конструкцию. Вот здесь и тут. Для начала мы засверлим сверху подвесы и посередине стоек, вот тут. Сразу их и выровняем. 2 ряда креплений мы установили и выровняли на них каркас. Выравнивали с помощью нити. Это самый такой простой и адекватный способ, который дает идеальную плоскость по профилям. Теперь каркас у нас занимает, в принципе, нормальное свое положение. И следующие 2 ряда креплений можно устанавливать без выравнивания. То есть вот здесь и внизу по торцам. Присверливаем уголки к бетону, а к профилям прикручиваем так, как они есть. Базовый каркас у нас готов. Теперь надо нафаршировать его дополнительными усилениями, которые положены по проекту. Для полотенцесушителя и для навесной мебели. Начнем с простого. С левой стороны. Нам нужно освободить трубки и поднять их на определенный уровень. Для этого будем использовать поддерживающие профиля снизу. Затем мы их освободим от стены и вытащим на определенную глубину от каркаса, чтобы концевики, вот эти вот, находились бы на 2,5 см от железа. Потом надо будет проверить еще расстояние между ними и закрепить их хомутиками к этим поддерживающим профилям. Устанавливаются они просто. Такая вот деталь.
Вот. Такая же с той стороны. И регулируем по высоте, так, чтобы концевики вышли бы на уровень лазерной линии. Итак, горизонтальный уровень у нас есть. Трубки мы освободили. Теперь надо закрепить их хомутами. Расстояние нам задает полотенцесушитель. То есть расстояние между отверстиями для подключения. В нашем случае это 46,5 сантиметров. Вот так их и прихватываем. Установили расстояние между центрами 46,5 сантиметров и закрепили выходы хомутами. Хомуты сделаны из профиля, из боковой стенки. То есть вырезали, согнули, прихватили. Теперь у нас есть расстояние между ними и горизонтали. Дальше будет усиление фанерой для самого полотенцесушителя. Его крепление находится выше центра выходов на 12 сантиметров, вот здесь. От этого центра мы в диапазоне 15 сантиметров установим фанеру. Фанера будет держаться в закладных из направляющего профиля. Нижний ряд готов. Теперь то же самое надо сделать сверху. Для этого меряем расстояние между креплениями на полотенцесушителе. И от нашего центра откладываем такую же отметку вверх. В диапазоне 15 сантиметров от нее ставим еще ряд фанеры. Закладные для полотенцесушителя у нас готовы. Продолжаем укреплять наш каркас. Присверлим еще один ряд креплений и сразу выровняем его. Там, где у нас обычные профиля, будут уголки, а там, где усиленная зона, будут крепления из CD-шек с лепестками. Вот они. Эти крепления вставляются внутрь профиля. Перед установкой надо бортики вертикального профиля разогнуть. В общем, все присверлили и выровняли. Остается еще один ряд. Вот здесь внизу. То же самое, что и сверху. Итак, с самим каркасом мы закончили. Теперь нужно закрепить подачу воды для умывальника. Тут есть разница с полотенчиком, хотя выходы одинаковые. Полотенчик должен быть свободный, чтобы можно было вперед-назад его шевелить и немножко в стороны. А подачу воды для умывальника нужно закрепить основательно. Поэтому крепить мы ее будем, во-первых, по горизонтали на такой же планке, как полотенчик. Так, чтобы у них был один горизонтальный уровень. И закрепим от стены. Так, чтобы вот этот край вышел бы на уровень гипсокартона плюс плитка. Чтобы он был вровень. Это примерно 2,5 сантиметра. В первую очередь поставим горизонтальную планку. Вот такую. Здесь. А как вам вот такие интересные приколы? Высота водоподачи от стяжки сейчас по факту 58,5 сантиметров.
Вот. А по чертежу — 65 должно быть от плитки. У нас, короче, разница 8 сантиметров по высоте. Как вам такое, Илон Маск? Через некоторое время все порешали. Оказывается, так и было задумано. Но в чертежах не указано. Поэтому мы сейчас туда все дописали, чтобы не было потом вопросов. Почему мы сделали так, а не иначе. Ну и чтобы не забылось. Типа, помните, я вам сказал, или там, я вам позвонил. Нет, все должно быть на бумаге. Ну а мы продолжаем работу. То есть мы закрепили на одной горизонтали выходы. Расстояние между ними сделали как надо. Теперь разворачиваем их по горизонтальной оси, вот этой, чтобы выход был в одной плоскости с гипсокартоном. Для этого надо трубку сзади двигать вверх или вниз. Тут мы поставим упор из CD-шки. Нам надо его вывести на отметку на стене. Вот так. Когда мы его так присверлим, то выход займет строго вертикальное положение. Вот такое. А после этого прихватим его хомутом от стены. Вот таким хомутом. Вот здесь. И в принципе крепление будет готово. Готовое крепление. На стене упорная планка и хомуты. Теперь подача воды никуда не шевелится. Ни в стороны, ни вверх-вниз, ни в продольном направлении. В общем, с этим закончили. Продолжаем усиливать нашу конструкцию фанерой. Прикручиваем направляющие профиля к вертикальным стойкам и в них, как в пазы, вставляем фанеру. Направляющие. И фанера. Вот так и прихватываем. Примерно вот так. То же самое делаем с правой стороны. С фанерой закончили. Теперь надо вырезать место, там где будет розетка. Рисуем квадратик 10 на 10 сантиметров. Высверливаем углы. И выпиливаем этот квадрат лобзиком. Отверстие мы вырезали. И в принципе у нас все готово под обшивку. Осталось только сделать себе памятку. Мы написали на фанере, где она начинается, где заканчивается. Сверху, снизу. Здесь тоже. И теперь готовим листы и прикручиваем их. Первый лист обшивки. Гипсокартон мы прикручиваем не только к профилям, но и к фанере тоже. Для того, чтобы между фанерой и листом не было пустого места. На стык листов мы поставим перемычки. Хотя этого можно и не делать, когда лист уходит под плитку. Просто у нас остались крабы, и мы их еще куда-нибудь доиспользуем. После прикручивания можно снять фаски со стыка, для того, чтобы плиточный клей туда мог зайти и дополнительно укрепить шов. Здесь мы уже поставили перемычки, приготовили лист,
Осталось совсем немного. Еще один момент. Если у вас обшивка состоит из нескольких кусков, то желательно сделать так, чтобы стыки между листами гипсокартона не совпали бы со швами на плитке. Для этого хорошо бы знать размеры плитки и ее раскладку. Здесь у нас как раз размеры листа подогнаны так, чтобы это условие соблюсти. Прикрутили последний лист, и по гипсокартону у нас все готово. Дальше будет плитка, но не сейчас, поэтому нет смысла ее ждать. Остановимся на зеленом варианте. Просто как одна из монтажных схем для обшивки стены в ванной с мощным усилением из фанеры под навесную мебель и крепление для полотенцесушителя. А на этом наше кино заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!